Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 10 тайн мира, которые вы вряд ли знали. Из этого видео вы узнаете следующее. Необычная история о том, как инопланетяне превратили в камень воинов советской армии. Пульс Земли. Загадочные сейсмические толчки повторяются каждые 26 секунд с точностью метронома. Место, где меняется время и пространство. Загадочный Барсакельмес, бывший остров в Аральском море, ныне урочище, в Аральском районе Кызылординской области Казахстана. Таинственное происхождение гигантских древних мегалитов в карьере Иншань. Куда пропал Майкл Рокфеллер? Мог ли представитель династии миллиардеров стать жертвой аборигенов? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. Кроме того, в видео будет секретный пункт о встречах не только с инопланетянами из других миров, но и с существами из других измерений, который будет полностью основываться на рассекреченных документах ФБР. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. В этом видео мы хотим рассказать о 10 тайнах мира, которые вы вряд ли знали. 1. Необычная история о том, как инопланетяне превратили в камень воинов советской армии. Ученые, исследующие НЛО, нашли на сайте ЦРУ очень необычный и страшный отчет о неопознанном летающем объекте. В отчете сказано, что после 1991 года из-за развала Советского Союза большое количество секретных материалов оказалось доступно многим людям, включая ЦРУ. В 1993 году одна украинская газета сообщила о вторжении инопланетян на военную базу в Сибири, указывая на материалы из КГБ. Эту же информацию написала и известная в то время на Западе газета о необычных явлениях Weekly World News. В западной газете говорилось о 250 страницах информации об этом инциденте, на которых были также снимки умерших и самих неопознанных объектов. Когда произошло это событие, указано не было. Сначала летающий объект заметили в небе над упомянутой ранее военной базой. Лучшим решением, по мнению людей, оказался запуск ракеты в летающую тарелку. Целостность объекта была нарушена, и он упал поблизости. Пилоты остались в живых, но были очень рассержены. Покинув свое судно, они напали на военных. Сообщается, что в живых осталось лишь 2 солдата, другие же, а именно 23 человека, обратились в камень с помощью необычного оружия. По словам тех, кто выжил, инопланетяне были невысокие, их головы были большого размера, а глаза черного цвета. Пришельцев было 5. Непонятное оружие, используемое ими, издавало громкие звуки и напоминало яркий светящийся шар. Дальнейшие события не описаны, скорее всего инопланетяне скрылись на своем судне. В заключении отчета ЦРУ сказано, что окаменевшие воины были направлены в секретный НИЦ около Москвы. По мнению ученых, неизведанный энергетический источник в один миг поменял структуру тел солдат, превратив их в вещество, молекулярная структура которого стала аналогична известняку. В конце отчета работник ЦРУ сделал важную пометку о том, что если документация КГБ достоверна, то это очень опасный случай. У инопланетян есть оружие и технологии, которых мы не можем даже представить. 2. Найдено 2800-летнее арамейское заклинание. В Турции при раскопках на месте древнего святилища в Зинкирле археологи обнаружили каменный контейнер, на котором было начертано таинственное заклинание. Как сообщает Life Science, текст выполнен на арамейском языке. В нем описывается некое существо, способное производить огонь. Перевести его название можно как «пожиратель». Находка была сделана в августе 2017 года в небольшом здании, в
в котором предположительно находился храм. Текст был написан человеком, который практиковал магию. Его звали Рахим, сын Шададана. Кровь пожирателя использовалась для лечения человека, которого пожирает огонь. Правда, неясно, давал ли маг кровь пациенту в составе зелья, или кровью было обмазано тело больного. Текст сопровождается серией иллюстраций различных существ, в том числе таких, которые выглядят как сороконожка, скорпион и рыба, говорит соавтор исследования профессор Мадат Ричи из Чикагского университета. Иллюстрации выполнены на обеих сторонах контейнера. По его словам, иллюстрации показывают, что пожиратель на самом деле мог быть скорпионом или многоножкой, а огнем могла быть боль от укуса пожирателя. Кстати, обе части магического заклинания содержали рисунки скорпиона и сороконожки. 3. Пульс Земли. Загадочные сейсмические толчки повторяются каждые 26 секунд. В 1960-х годах ученые обнаружили, что каждые 26 секунд Земля с точностью метронома выдает загадочный сейсмический импульс. Феномен получил название «пульс Земли». Впервые его задокументировал в 1962 году ученый из Колумбийского университета Джон Оливер. Исследователь понял, что источник несильных сейсмических толчков, повторяющихся каждые 26 секунд, находится где-то в Южной Атлантике. Причем толчки становятся интенсивнее в летние месяцы. Спустя почти 2 десятилетия, в 1980 году, геолог Гэри Холкомб из Геологической службы США также обратил внимание на таинственную сейсмическую активность, отметив, что она усиливалась во время штормов. Однако почему-то открытия двух исследователей еще более 20 лет оставались практически без внимания, до тех пор, пока Грег Бенсон, студент из Университета Колорадо, вновь не обнаружил пульс Земли и не решил его исследовать. Майкл Рицволлер, в то время научный руководитель Бенсона, сообщил журналу Discover Magazine, что как только он взглянул на данные, собранные студентом, то понял, что в пульсации есть нечто странное. Исследователи начали изучать загадочное явление, анализируя пульсации со всех возможных позиций. После этого, используя триангуляцию, они обнаружили источник пульса у западного побережья Африки, в районе Гвинейского залива, который называется залив Биафра. Рицволлер и его команда продолжили исследования Оливера и Холкомба и в 2006 году опубликовали свое исследование о загадочном пульсе, но так и не смогли объяснить, что это такое на самом деле. Какие версии о происхождении пульса есть у ученых? Теория, выдвинутая в 2011 году, утверждает, что пульс Земли вызван волнами, ударяющими по континентальному шельфу. Создаваемое давление деформирует дно океана и вызывает сейсмические толчки. В 2013 году была выдвинута другая гипотеза, которая винит во всем вулканическую активность в этом районе. И все-таки ни одна из теорий не может полностью объяснить причину возникновения пульса. Почему он появляется только в заливе Биафра? Волны обрушиваются на побережье по всему миру, на планете полно и других регионов с вулканической активностью. Почему именно в этом месте находится источник пульсаций? Что делает это место таким особенным? Это вопросы, на которые еще так никто и не ответил. И причина пульса Земли не единственная загадка, которую еще предстоит разгадать ученым, но сейсмологи, похоже, пока не очень-то в этом заинтересованы. 4. Перуанскому воину с металлической пластиной в черепе сделали операцию 2000 лет назад. Это одно из первых свидетельств подобных врачебных процедур. Музей остеологии в Оклахоме выставил на обозрение необычный экспонат – череп мужчины из Перу, жившего около 2000 лет назад. По всей вероятности, он был ранен в бою, в результате чего у него был поврежден череп. Для восстановления от перелома ему вмонтировали в поврежденное место металлическую пластину. Ученые утверждают, что операция прошла успешно, и мужчина пережил эту процедуру. Выставленный на обозрение экспонат интересен не только этим. У мужчины с пластиной в голове был удлиненный череп. Члены многих южноамериканских племен преднамеренно деформировали головы маленьких детей, связывая их тканью,
или даже помещая голову между двумя кусками дерева на длительные периоды времени. В результате черепа принимали уплощенную, вытянутую, округлую или конусовидную форму. По одной из современных теорий, деформация черепа, вероятнее всего, осуществлялась для обозначения принадлежности к определенной группе людей или для демонстрации элитарного статуса. Такая мотивация, вероятно, играла ключевую роль в обществе майя, стремившихся получить форму головы, которая являлась эстетически более приятной по их представлениям. Район в Перу, где был обнаружен артефакт, давно известен хирургами, которые изобрели серию сложных процедур. Хирурги того времени проделывали дыру в черепе живого человека без использования современной анестезии или стерильных методов. Они рано узнали, что это лечение может спасти жизнь. У нас есть неопровержимые доказательства того, что трепанация проводилась не для улучшения сознания или как чисто ритуальное действие, а связана с пациентами с тяжелой травмой головы, говорит антрополог Джон Верано из Университета Тюлейн в Новом Орлеане. В одном из исследований 2017 года исследователи изучили 11 древних захоронений в южных высокогорьях Перу. Они обнаружили трепанации черепа у 66 человек, причем некоторые из них пережили больше одной, всего наблюдалось 109 перфораций. Преобладающими методами были циркулярные разрезы и методы выскабливания, которые оказались очень успешными с общей выживаемостью 83% и небольшим последующим инфицированием. При этом показатели выживаемости только увеличивались со временем благодаря усовершенствованию техники трепанации. 5. Место, где меняется время и пространство. Загадочный Барсакельмес. Есть такое место на карте Казахстана, называется оно Барсакельмес. Когда-то это был остров в северной части Аральского моря. В результате страшной экологической катастрофы, после обмеления и высыхания моря, в конце 80-х годов Барсакельмес лишился статуса острова и превратился в полуостров. В 2000-е и вовсе стал урочищем, то есть местом, которое отличается тем, что вокруг него вместо воды пересохшее морское дно. Располагается он в Аральском районе Кызылординской области. Это заповедное место с пустынным ландшафтом и резко континентальным сухим климатом входит во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО и считается зоной с экстремальными экологическими условиями, в которой происходит необратимый процесс опустынивания. Первая экспедиция на остров Барсакельмес. В августе 1848 года на остров Барсакельмес прибыла первая научная экспедиция по изучению Аральского моря. Лейтенантом Алексеем Бутаковым были проведены первые исследования острова, изучена береговая линия, проведена съемка, описан ландшафт. Вместе с командой экспедиции на остров отправили сильного поэта-революционера и художника Тараса Шевченко. Для отчета об экспедиции Тарасу Шевченко было поручено срисовывать пейзажи Аральского побережья. Позднее, в 1900 году, остров Барсакельмес посетил советский зоолог и географ, президент Географического общества СССР Лев Берг. Тогда он предложил назвать самый высокий юго-западный мыс именем Алексея Бутакова в память о первом исследователе Аральского моря и самого острова. Барсакельмесский заповедник. В 1929 году на острове Барсакельмес было создано охотничье хозяйство. Для его работы завезли сайгаков, джейранов, серых куропаток, зайцев-русаков, сырдарьинских фазанов, сусликов-песчаников. А через 10 лет был учрежден заповедник. Он считается первым заповедником и является единственным в стране, расположенным в экстремальных экологических условиях. Пока велся промысел, на Барсакельмесе начали возводить дома и землянки, выкапывались котлованы, в которых копилась талая пресная вода. Но такие водоемы быстро пересыхали, и люди, в поисках пресной воды, нашли место, в котором подземная вода скапливалась ближе к поверхности, и вырыли единственный на весь остров колодец. В 1953 году из Туркмении на остров Барсакельмес были переселены куланы. Это животное, напоминающее лошадь Пржевальского, но не прирученное человеком.
В 80-е и 90-е годы из-за засухи на Арале животные мигрировали. Рядом с заповедником есть кладбище кораблей. Когда-то они ходили по Аральскому морю, а сегодня напоминают декорации из фильма «Катастрофы». Так чем же примечателен этот бывший остров? С тюркского языка Барсакельмес переводится как «пойдешь, не вернешься». Такое название остров получил неспроста. Существует множество легенд, слухов и преданий, которые только подтверждают, что эта местность таинственна и загадочна. Пойдешь, да не вернешься. Еще задолго до того, как остров официально появился на карте Арала, несколько семей из береговых казахских поселений решили укрыться на этой территории от междоусобных войн и расприй. Зимой по льду люди вместе со своим скотом и нехитрым скарбом благополучно добрались до острова. Но из-за сильных ветров были вынуждены остаться на зимовку. Зиму они прожили в землянках, питались мясом зверей и птиц, пили талую снеговую воду из арыков, топились саксаулом. С наступлением жаркого лета все пресные водоемы пересохли. Люди и скот остались без воды и все погибли. Никто не смог вернуться на материк. Легенда о шайтане. Согласно легенде, в одном из аулов на восточном побережье Аральского моря жил Батыр Куран. Однажды Куран с друзьями попал на Барсакельмес. Они были поражены разнообразием растительности, изобилием животных и рыб в прибрежных водах. Но жил на острове и шайтан, пожиравший всех людей, которые там высаживались. У легенды «Счастливый конец» Батыр и его джигиты убили шайтана. И можно бы отнестись к этой легенде, как к обычной волшебной сказке, но у нее есть современное продолжение. Старый рыбак Байджанов рассказывал, что его дед и отец часто плавали к Барсакельмесу и неоднократно встречали там шайтана. Ростом он был с теленка, с большими крыльями, парусами и длинным зубастым клювом. В доказательство своих слов рыбак показал огромный зуб шайтана, который когда-то дал ему отец. Зуб был блестящий, совсем свежий и совершенно не походил на окаменелые останки древних животных, встречающиеся иногда на песчаных склонах по берегам Аральского моря. Отдать зуб даже на время рыбак категорически отказался, а вот сфотографировать его разрешил. Когда этот снимок показали ученым из палеонтологического института, те заявили, что зуб принадлежал летающему ящеру, жившему в этих краях много миллионов лет назад. А вот история, произошедшая в 1949 году. Как-то осенним утром к острову причалила шхуна, и рыбаки вышли на берег размяться. Они обратили внимание на большое облако, которое словно лежало на земле. Рыбаки двинулись в том направлении, и когда до облака оставалось несколько десятков метров, остановились. Однако двое из них все же подошли вплотную к облаку и скрылись в нем. Минут через 15 их начали звать, но те не отвечали. Создавалось впечатление, что облако не отпускает пропавших. Рыбаками овладел дикий ужас, но шагнуть в это таинственное облако больше никто не осмелился. Прождав еще около часа, команда вернулась на шхуну, чтобы передать радиограмму о произошедшем. Это явление так и осталось загадкой. В одну из ночей облако исчезло вместе со своими пленниками. Вот тогда-то и вспомнили о странном названии острова «Пойдешь, не вернешься». Искаженное восприятие времени. Другая легенда Барсакельмеса связана со временем. Поговаривают, что на острове и в его округе существуют временные ямы или провалы во времени, в которые иногда попадают люди. Так, в 1935 году на острове пропала топографическая экспедиция. Якобы исследователи попали в странный туман и исчезли, а спустя 3 месяца вернулись. Они утверждали, что их не было всего 3 дня, и все это время они занимались топографической съемкой в северной части острова. В середине 20 века на Барсакельмес прибыла группа геодезистов. Исследователи отправились в центральную часть острова, а часть их товарищей осталась на берегу. Когда члены группы добрались до нужного места, они попытались сообщить об этом своим товарищам, но связи не было. Потратив около часа на настройку оборудования, исследователи наконец-то связались с геодезистами, оставшимися на берегу, и с удивлением узнали, что их разыскивают по всему острову уже целые сутки. Когда исследователи наконец-то вернулись на корабль, оказалось,
что у каждого из них часы спешат на 40 минут. Интересный случай произошел с заключенными, совершившими побег из мест лишения свободы. Беглецы решили пересидеть пару месяцев на острове Барсакельмес и дождаться, когда поисковые группы свернут поиски. Выждав положенное время, беглецы беспрепятственно вернулись домой и с ужасом узнали, что с момента их побега прошло не несколько месяцев, а несколько лет. Еще существует история о том, что в начале прошлого века сотрудником правоохранительных органов был задержан человек в странной одежде. Арестованный говорил на иностранном языке. Когда был приглашен переводчик, все были изумлены рассказом необычного человека. Тот утверждал, что родился в 17 веке, а в результате кораблекрушения его выбросило на берег, где он и был задержан. Аргументом правдивости его слов служил редкий диалект, на котором говорили в 18 веке, а незадачливый мореплаватель свободно им владел. Таких интригующих историй с временными провалами очень много. У уфологов есть своя версия на этот счет. По их мнению, остров Барсакельмес находится под влиянием мощной геоактивной зоны. Отсюда и вытекают аномальные явления, как нарушение хода физического времени. История о пропавшем танкисте. Чтобы положить конец мистификациям, связанным с островом, в 60-х годах 20 века ученые совместно с военными доставили на Барсакельмес танк, нашпигованный множеством специальных локаторов и измерительными приборами. Танкист, получив указание постоянно быть на связи и докладывать обо всем происходящем, забрался в танк, задраил люк и отправился в путь. Поначалу все шло хорошо, но вскоре мужчина перестал выходить на связь. Тогда командующие потребовали, чтобы он вернулся на базу, но услышали в ответ: «А зачем мне возвращаться?» После этого связь с танкистом пропала. Не на шутку встревоженное командование отправило на остров спасателей, которые обнаружили танк, покрытый инеем, с экипировкой внутри. Танкиста там не было. Остался только его костюм. Самым удивительным было то, что люк был по-прежнему задраен изнутри, словно танкист растворился в воздухе. Эта тайна не разгадана и по сей день. Еще встречается легенда о блуждающем береге. Воздух в это время становится прозрачным и холодным, из моря поднимается отвесный берег, а через некоторое время погружается обратно в море. Разумеется, этот эффект не обошли в легендарных рассказах об острове. Считается, что берег ждет своего грешника, которого уведет за собой в морскую пучину. Инопланетные гости. Некоторые исследователи считают, что описанные выше истории каким-то образом связаны с представителями внеземных цивилизаций. Они уверяют, что над островом были неоднократно замечены яркие вспышки, разного рода свечения и неопознанные летающие объекты. Но самый интересный факт острова заключается в том, что если ты здесь путешествуешь один, или максимум вдвоем с кем-то, то вы обязательно что-то увидите и почувствуете. Говорят, что большим группам остров не показывает свои чудеса, а показывает их только одиноким путникам, или когда в группе не больше 2 человек. Цвет настроения синий. Вот как описывают свое путешествие на таинственный остров корреспонденты общественно-политического журнала «Итоги», которые отправились туда и стали первыми российскими журналистами, посетившими Барсакельмес. Не сговариваясь, посреди ночи все проснулись одновременно. Виной тому необъяснимое неприятное чувство. В палатку вихрем ворвался ледяной воздух, напрочь прогнавший сон. На улице была звездная ночь, в костре тлел саксаул. В другой части острова то загорался, то гас свет. Мы были уверены, что кроме нас здесь больше никого нет, ведь Барсакельмес давно не обитаем. Когда же наконец рассвело, мы едва не подумали, что это последний рассвет в нашей жизни. Потому что мы посинели. Не от холода, нет. Это была особая синева. На лице, на руках она проявилась так, словно кожу специально натирали синей копиркой. Синими наутро были все, кроме Эрбола. Он увиденному не удивился, лишь усмехнулся. Это аральский синдром. Так умные люди говорят. Скоро само пройдет. Что с нами было, мы так толком и не поняли. Предположение есть только одно: наши непривычные к местным условиям организмы
схватили дозу каких-то неизвестных веществ. Особенно размышлять над этим было некогда, нам предстояло исследовать остров. Размеры его 16 на 40 километров. Конечно, чтобы осмотреть всю эту территорию, потребовалась бы не одна неделя. Поэтому мы решили сосредоточить свое внимание на центральной части острова. Практически сразу мы обратили внимание, что приборы без конца сбоят, спутниковый телефон, компьютер и даже генератор отказывались работать. Вдобавок нас не покидали неприятные ощущения. Жары и духоты нет и в помине, но голова словно раскалывается, уши давит. Еще один объект привлек наше внимание. Впрочем, мы так и не пришли к общему мнению относительно того, рукотворный он или природный. Мы обнаружили возвышение, напоминающее гигантскую тарелку. Словно на земле кто-то циркулем вывел этот, идеально ровный круг. Мы бродили по нему, и ощущения возникали совсем иные, чем когда ходишь по обычной земле. Казалось, будто под ногами у нас спрятано некое сооружение, уходящее вниз на неведомую глубину. Может быть, тут спрятан вход в бетонный бункер, в котором располагались некие секретные исследовательские лаборатории. Подтвердить или опровергнуть это подозрение нам, увы, возможности не предоставилось. Проводник, заметив нашу заинтересованность, настойчиво предложил отправиться в другую сторону. Секретная лаборатория. Во времена СССР Барсакельмес был закрытым заповедником, попасть на его территорию было очень сложно из-за строгого пропускного режима. Мало кто знает, что в 60 километрах от Барсакельмеса, на острове Возрождения, вплоть до 1992 года, функционировала секретная советская лаборатория по производству биологического оружия. Кто знает, может, случаи загадочного исчезновения людей напрямую связаны с функционированием этой лаборатории. Кроме случаев потери во времени, много говорят о странных миражах на загадочной территории острова. По свидетельствам некоторых очевидцев, они видели военные городки и рассказывали об их оснащении передовыми технологиями. Путники видели спутниковые антенны и даже могли к ним прикоснуться. Помимо этого, окруженные колючей проволокой и под охраной часовых, городки выглядели не менее реально, чем сегодня любой город мира. Правда, на следующий день от них не оставалось и следа. Все легенды, связанные с островом, нельзя ни опровергнуть, ни безоговорочно доказать. Урочище Барсакельмес ревностно хранит свои тайны и продолжает притягивать любителей мистики из разных уголков нашей планеты. Фактически, большинство рассказов о Барсакельмесе строится на неподтвержденных свидетельствах, догадках и легендах, а еще утверждают, что своей славой остров обязан одному известному писателю-фантасту Сергею Лукьяненко. Многие истории, вероятнее всего, являются выдумкой, однако здешние жители сторонятся загадочной местности. Возможно, на то есть вполне объективные причины, вовсе не связанные с мистикой. Тем не менее, земля острова «Пойдешь не вернешься» вызывает немалый интерес. 6. Тайна погребальной камеры забытой пирамиды Дахшура. Когда исследователи вскрыли погребальную камеру, их разочарованию не было предела. Но то, что они увидели, породило множество новых теорий о назначении пирамид. Речь пойдет о смитсоновской экспедиции, к случайно обнаруженной в песках пирамиде малоизвестного комплекса Дахшур. То, что они там обнаружили, может внести большой вклад в осмысливание назначения пирамид. Комплекс Дахшур относится к эпохе Древнего Царства и содержит множество неисследованных объектов. Причем многие объекты скрыты песками и могут дать исследователям много информации об истории и культуре Древнего Египта. Самыми известными являются две пирамиды этого комплекса, построенные в годы правления фараона Снофру. Но считается, что еще несколько пирамид XIII династии тоже были построены здесь. Они скрыты где-то в песках и вполне могут оказаться нетронутыми грабителями. В 2017 году одна такая пирамида была найдена исследователем Крисом Наунтоном совместно со Смитсоновским каналом. Сначала в песке обнаружили известковые блоки, потом был найден секретный ход. Тогда исследователи поняли, что перед ними еще неизвестная науке пирамида. Секретный ход вел от входа в самое сердце пирамиды.
Погребальная камера, расположенная там, была закрыта громадными известковыми блоками, запечатана, что дало исследователям надежду на то, что камеру они найдут нетронутой. Несколько дней работы потратили ученые на то, чтобы проникнуть в камеру. Каково же было их разочарование, когда они увидели, что камера разграблена. Однако дальше начались вопросы, кто здесь был погребен, чья это пирамида, и как грабители смогли проникнуть в камеру и вынести все оттуда, ведь камера казалась не скрытой, и огромные блоки остались на месте. Предполагают, что камера была ограблена 4000 лет назад самими строителями, которые потом запечатали пустую камеру. Но это тогда обесценивает все верования египтян. Получается, что они делали то, во что сами не верили и не боялись разворовать гробницу. Найденная пустая гробница вызывает много вопросов, ответить на которые невозможно. Однако эта находка говорит нам о том, что мы еще мало знаем о прошлом Египта, о том, как и чем жили египтяне, во что верили, и все ли верили в то, что принято считать древнеегипетскими религиозными воззрениями. 7. Гигантопитек, йети, который существовал на самом деле. Самый большой примат в истории был уничтожен древними людьми и пандами. Как началась история изучения самой большой человекообразной обезьяны? С китайского рынка. Немецкий палеонтолог Густав фон Кёнигсвальд, побывавший в 1935 году на базаре Гонконга, приобрел драконий зуб. По крайней мере, так его назвал продавец. На деле же клык в 10 сантиметров принадлежал гигантскому примату. Позже в Китае нашли еще несколько подобных крупных зубов и части челюстей неизвестной обезьяны. Ученые назвали ее гигантопитеком, что в переводе с латинского означает «гигантская обезьяна». И не прогадали. Они откопали крупнейшего примата за всю историю. Как показали дальнейшие исследования, рост гигантопитеков мог достигать 3 метров, а вес 300 килограмм. Гигантопитеки облюбовали леса и заросли Юго-Восточной Азии от Китая до Таиланда, от Вьетнама до Индии 9 миллионов лет назад. Стаи обезьян бродили по лесам, неистово поедая всю растительность в округе. Благо еды кругом просто завались, Азия сейчас пышет разнообразием плодов, представьте, что было в эпоху до человека. Гигантопитеки были такими сладкоежками, что их диета даже сказывалась на зубах. Палеонтологи обнаружили на останках кариес. И это при том, что громадный обезьян обладал самой толстой эмалью среди приматов. Но помимо сладких фруктов и ягод, гигантопитек хрустел бамбуком и другой зеленью. Ближайшими родственниками ископаемых кинг-конгов оказались орангутаны. Скорее всего, именно на них внешне и походил гигантопитек. А вот социальное устройство было больше похоже на таковое у горилл. Обезьяны бродили по лесам группами, во главе которой стоял доминантный самец. Что же заставило столь огромных обезьян исчезнуть с лица Земли? Есть несколько вариантов. Например, панды, которые стали конкурентами за растительное пропитание. Еще один претендент на звание убийцы — климат. Влажных лесов становилось меньше, огромным животным попросту негде было прокормиться. Но и без людей тут тоже не обошлось. Homo erectus, человек прямоходящий, уже заселили те места, умели обращаться с огнем и делать орудия труда и оружие для охоты. Жертвами становились и гигантопитеки. Конечно, всех громил древние люди бы не истребили, а вот совокупность охоты, изменение климата и конкуренция вполне могли покончить с видом. Так, последние гигантопитеки вымерли между 295-тысячным и 215-тысячным годами назад. 8. Таинственное происхождение гигантских древних мегалитов в карьере Иншань. Вблизи китайского города Нанкин расположен древний каменный Иншаньский карьер, прославившийся наличием гигантской незавершенной стелы, вырубка которой была прекращена во времена правления императора Юнле в начале 15 века. В сравнении с другими строительными проектами Юнле, такими как флот Джэнхэ и запретный город, стела была одним из самых, наиболее амбициозных и захватывающих проектов. Иншаньский карьер был разработан еще во времена шестой династии.
После того, как Чжу Юаньчжан, император Хуну, в 1368 году основал династию Мин, город Нанкин стал столицей его империи. Яньшанский карьер стал основным источником камня для крупных строительных проектов, которые изменили облик Нанкина. В 1405 году сын Хуну, император Юнлэ, якобы приказал в карьере вырубить гигантскую стелу, чтобы поставить ее у мавзолея Сяолин для своего умершего отца. Согласно устоявшимся канонам возведения китайских мемориальных стел, были приготовлены три отдельные части: прямоугольное основание, то есть пьедестал, тело стелы и головная часть стелы, корона, украшенная драконами. Три незавершенных части стелы по-прежнему находятся в Яньшанском карьере. Они частично отделены от скалы. Размеры и приблизительная масса этих фрагментов следующие. Один из мегалитов, основание стелы, достигает 16 метров в высоту, его длина 30,3 метра, толщина 13 метров, а масса около 16 250 тонн. Второй мегалит, тело стелы, имеет длину 49,4 метра, такой должна быть высота этого фрагмента, если бы стела была установлена, ширину 10,7 метра и массу около 8800 тонн. Третий мегалит, головная часть стелы, имеет овальную форму и достигает 10,7 метра в высоту, ширина его 20,3 метра, толщина 8,4 метра, масса около 6120 тонн. По мнению экспертов, если бы стела была закончена и ее составные части собраны вместе, то высота стелы могла составлять 73 метра, что эквивалентно современной 25-этажке, общей массой около 31 170 тонн. Объем проделанной работы просто поражает. Все мегалиты высечены из монолитной скальной породы и по методу строительства очень похожи на скальные храмы в Лалибеле. Только в Яньшанском карьере все пространство вокруг мегалитов расчищено, а вертикальные стены близлежащих скал обработаны. Если это каменоломня, зачем вынимать всю породу и обрабатывать отвесные скалы, прикладывая колоссальные усилия? На многих мегалитах высечены изображения голов, лап и хвостов драконов. Все три мегалита имеют у основания вырубленные ниши прямоугольной формы, которые у двух монументов сквозные. На поверхности овального мегалита имеется 14 высеченных каменных выступов. Неправдоподобная официальная версия. Согласно версии археологов, после того, как большая часть работы была проделана, архитекторы вдруг осознали, что им не по силам переместить гигантские блоки из Яньшаня до мавзолея Сяолин, не говоря уже о том, чтобы установить их. В результате проект был заброшен. Императору Хуну была сооружена 9-метровая стела, самая высокая в Нанкине. Исследовав яньшанские мегалиты, альтернативные историки заметили интересные особенности. Второй мегалит комплекса, тело стелы, сверху имеет вытянутую прямоугольную форму с примерным соотношением сторон 1 к 10. Он хорошо виден из космоса и высечен по азимуту 40,3 градуса. Этот азимут в этой конкретной точке задает направление на Теотиуакан. Расстояние от Яньшанской плиты до Теотиуакана составляет 13 тысяч километров. Кроме того, линия Яньшанская плита Теотиуакан проходит точно через Анкор, а самый большой монолит, основание стелы, своим левым вертикальным краем указывает на священную гору австралийских аборигенов Улуру. Некоторые исследователи предполагают, что при создании мегалитов Яньшаня применялись технологии, связанные с размягчением камня. Мегалиты были изготовлены по пластичной технологии, подтверждением тому имеются выступы, где камень предположительно подвергался размягчению и темные подтеки, выделяющиеся из камня, как признак того, что камень плавили. На овальном камне видны отпечатки от длинного прямого предмета, который, возможно, образовался в результате вдавливания, как след от машины, которая изготовила этот мегалит. Непонятно, как древние строители собирались вывозить тысячетонные заготовки для сооружения стелы императору. Сложно поверить,
что, начиная работы по вырубке гигантских мегалитов, китайские строители были настолько несообразительными, чтобы не подумать о методах их транспортировки и установки. Работали и вдруг поняли не поднять. Сам же император Хуну в 1381 году начал строительство для себя мавзолея на склоне лесистой горы Цзиньшань, гора пурпурного золота, примыкающей к историческому центру Нанкина. Сегодня этот мавзолей известен как мавзолейный комплекс Сяолин. В соответствии с принципами фэн-шуй, место для захоронения было выбрано к югу от главного пика горы. Хуну был не первым императором, сделавший такой выбор. Почти на том же самом месте более 1000 лет до него был похоронен император Сунь Цюань. Существует легенда, что когда в 1398 году император Хуну умер, 13 похоронных процессий вышли из 13 городских ворот Нанкина, направляясь в разные места, так чтобы никто не узнал, в котором из них император на самом деле похоронен. 9. Куда пропал Майкл Рокфеллер? Мог ли представитель династии миллиардеров стать жертвой аборигенов? Поздней осенью 1961 года в устье реки Бетси на юго-западном побережье Новой Гвинеи потерпел крушение катамаран, под завязку загруженный стальными топорами, рыболовными снастями, одеждой и другими бытовыми предметами. Катамараном управляли 2 человека, одним из которых был 23-летний Майкл Рокфеллер, принадлежавший к известной династии миллиардеров. Он вез товар для обмена с местными аборигенами на уникальные артефакты, которые должны были пополнить коллекцию антропологического музея в Нью-Йорке, принадлежавшего его отцу. Но это опасное путешествие оказалось последним в его жизни. Кто такой Майкл Рокфеллер и почему он отказался от многомиллионного состояния? Фамилия Рокфеллер, известная сегодня во всем мире, давно уже стала синонимом богатства и принадлежности к могущественной и влиятельной династии американских миллиардеров. Ее основатель Джон Дэвисон Рокфеллер, создавший нефтяную компанию Standard Oil, был первым долларовым миллионером в истории Америки, а его многочисленные потомки на протяжении многих десятилетий продолжали дело своего именитого предка и пополняли благосостояние семьи. Правнук нефтяного магната Майкл Рокфеллер был младшим сыном губернатора штата Нью-Йорк и вице-президента США Нельсона Рокфеллера. Отец надеялся, что Майкл пойдет по его стопам и, получив образование, как большинство представителей славной династии, примет участие в управлении империей. Но Майкла не привлекал нефтяной бизнес, он также был равнодушен к политике. Юноша с детства увлекался историей и этнографией, изучал жизнь аборигенных племен и мечтал совершить экспедицию в Океанию. Его интересовало первобытное искусство аборигенов, вдохновляли их охотничьи копья, ритуальные маски, необычные украшения, головные уборы из перьев. Окончив с отличием Гарвардский университет по специальности историк-энтограф, Майкл отказался от многомиллионного состояния и участия в нефтяном бизнесе семьи. Он решил стать ученым, посвятив свою жизнь изучению нетронутых цивилизаций и племен. Отец не стал препятствовать увлечению сына и даже поддержал его, оплачивая его дорогостоящие экспедиции и открыв в Нью-Йорке музей примитивного искусства. Путешествие в страну кровожадных людоедов. Благодаря поддержке отца, Майкл получил возможность много путешествовать, он побывал на японских островах, принимал участие в экспедициях по Амазонке, даже участвовал в качестве оператора в съемках документального фильма о первобытных племенах. Спустя несколько лет Майкл увлекся изучением диких племен Новой Гвинеи. Его внимание привлекло загадочное и малоизученное племя осматов, которые жили в труднодоступных местах, среди уходящих в джунгли болотных топий, кишащих крокодилами и ядовитыми змеями. Они практически не видели белых людей и жили в полной изоляции, считая, что мир за пределами их территории полон опасностей и злых духов. За ними закрепилась дурная слава каннибалов и охотников за черепами. По свидетельствам историков, в те времена у осматов действительно существовал жуткий ритуал, когда подросток становился мужчиной и начинал интересоваться женщинами, он должен был добыть
и показать своим соплеменникам череп поверженного врага. При этом все племя принимало участие в праздновании и ритуальных обрядах, частью которых являлся каннибализм. Многие предостерегали Майкла от путешествия в эти опасные места, но его было не остановить. Юноша пригласил в экспедицию голландского антрополога Рене Вассинга, купил катамаран, загрузил его различными, так сказать, подарками аборигенам, нанял 2 местных гидов и отправился в устье реки Бетси. Загадочное исчезновение Майкла Рокфеллера. Путешествие продолжалось несколько дней, в течение которых Майклу Рокфеллеру и Рене Вассингу удалось посетить 13 поселений местных аборигенов. Они обменивали свои подарки на охотничьи копья, щиты и расписанные узорами человеческие черепа, куши, фотографировались с аборигенами и принимали участие в их ритуальных танцах. Майкл радовался, что коллекция их музея постоянно пополняется новыми экзотическими предметами. Но спустя несколько дней путешествия их, перегруженной подарками и артефактами, катамаран потерпел крушение. Поднявшийся сильный ветер сначала заглушил мотор, потом начал заливать лодку водой, а затем и вовсе расколол ее на несколько частей. Отправив гидов за подмогой, путешественники пытались скрепить обломки лодки, чтобы спасти свои сокровища, но когда ветер стал усиливаться, Майкл решил вплавь добираться до берега. Рене отказался, закрепившись на одном из обломков, который начал дрейфовать в море. На следующий день его подобрали спасатели. 2 местных гида также были найдены, они благополучно добрались до берега, но заблудились в джунглях. Майкла Рокфеллера с тех пор больше никто никогда не видел. Отец Майкла, как только узнал о пропаже сына, прилетел в Новую Гвинею на самолете. Он организовал масштабные поиски, к которым подключил спасателей, водолазов, полицию, военную авиацию и журналистов. В поисках также приняли участие тысячи местных жителей. Многочисленные поисковые группы в течение нескольких недель прочесывали окрестности в надежде найти хоть какой-то след Майкла Рокфеллера, но все оказалось напрасным. Мог ли Майкл Рокфеллер быть съеден каннибалами? Активные поиски продолжались больше месяца, но и впоследствии они ни на день не останавливались. Финансовые возможности влиятельного семейства позволяли тратить на них большие средства, но никаких следов обнаружено так и не было. И только спустя 3 года Майкл Рокфеллер был официально признан погибшим при невыясненных обстоятельствах. Следователи, которые вели это дело, склонялись к версии, что в условиях сильного ветра и высоких волн Майкл просто не доплыл до берега и утонул, хотя существовали и другие версии, которые были невыгодны голландским колониальным властям. Предположить, что молодой путешественник мог стать жертвой каннибалов и охотников за черепами, это означало признать, что власти не в состоянии контролировать ситуацию. Спустя много лет эта версия не раз всплывала в свидетельствах очевидцев и исследователей. В частности, голландский миссионер Корнелиуа ван Кессель, который незадолго до происходящих событий был свидетелем того, как голландские полицейские при наведении порядка застрелили 5 осматов, был уверен, что гибель Майкла не была случайностью, она стала местью местных аборигенов. Исследователь Карл Хоффман рассказывал о случайно увиденных им отчетах полиции, в которых говорилось, что Рокфеллер был убит и съеден племенем осматов. Об этом же упоминали и местные католические священники. Фотограф и кинооператор Малькольм Керк, снимавший документальный фильм о жизни этого племени, однажды при просмотре пленок увидел среди рыбаков племени осматов заросшего бородой белого человека, внешне похожего на Майкла Рокфеллера. Но поскольку съемки делались с достаточно большого расстояния, ни подтвердить, ни опровергнуть предположение, что это действительно Майкл, который мог добровольно остаться жить в племени осматов, было невозможно. С тех пор тайна Майкла Рокфеллера будоражит умы многих любознательных людей, обрастая все новыми версиями и предположениями. 10. Как Мария Оршич и Врил связаны с немецкими летающими тарелками. Во время Второй мировой войны немцы стремились к любому преимуществу над своими противниками. Будь это технология, интеллект или сила, они хотели быть лучшими из лучших. Когда Мария Оршич
молодая немецкая националистка, вышла вперед, чтобы поделиться своими замечательными дарами, нацисты были в восторге. То, что они узнали о ней, было более впечатляющим, чем кто-либо мог себе представить. Мария могла общаться с инопланетными цивилизациями. Что такое общество Врил? Мария Оршич была медиумом и лидером нацистского тайного общества, известного как Врил, которое существовало в эпоху Второй мировой войны. Общество Врил было создано после того, как Оршич получила сообщение от инопланетян, которые когда-то жили на территории нынешнего Ирака. В конце концов, эти существа покинули Землю и направились в Солнечную систему Альдебарана. Врилы назвали себя в честь древнего шумерского слова «ври-элэл», что означает «богоподобный». Члены Врила были привлекательными молодыми женщинами, которые отращивали волосы до самых бедер, что было не характерно для того времени. Логика отращивания их волос до такой экстравагантной длины была сосредоточена вокруг их веры в то, что человеческие волосы действуют как антенна для установления контакта с инопланетными цивилизациями. Они верили, что смогут использовать свои телепатические способности для общения с этими потусторонними существами и дать нацистам какое-то преимущество над своими противниками. Установив контакт с инопланетянами, Оршич записала информацию двумя разными шифрами. Первым был тайный немецкий язык тамплиеров, который она лично не понимала. Вторым был древний язык, который историки обычно связывают с немецкой оккультной группой, известной как Туле. Большинство этих ученых были согласны с тем, что этот язык происходит от древней Шумерской области, где некогда проживали инопланетяне. Немецкие летающие диски. Как только транскрипции были переведены на немецкий язык, Врил были потрясены. Древняя раса дала Оршич чрезвычайно подробные инструкции по постройке летающей тарелки. Исследователи считают, что информация, полученная Марией, привела к созданию нацистской Германии футуристических летающих тарелок. Некоторые историки указывают на предполагаемое использование нацистами так называемых истребителей Фу или неопознанных летающих объектов во время Второй мировой войны в качестве доказательства превосходства авиационной техники страны. Эти летающие корабли, такие как нацистский колокол, имели сферическую форму и светились интенсивным светом, и некоторые считали, что они способны нарушать связь своих врагов. После всего этого, общество Врил внезапно исчезло без следа. Их тела так и не были найдены. Хотя никто не может точно сказать, куда они отправились. В последнем письме Оршич членам Врил говорилось «Niemand bleibt hier» или «Здесь никто не остается». Вполне возможно, что Врил воспользовались инструкциями Марии, чтобы построить космический корабль и покинуть нашу планету. Также говорят, что они поселились глубоко подо льдом в Антарктиде. Путешествие в Солнечную систему Альдебаран. Похоже, что Оршич намеревалась связаться с инопланетянами в Солнечной системе Альдебарана с определенной целью. После получения инструкций по созданию летающей тарелки, имеет смысл, что общество Врил покинуло Землю и улетело в Альдебаран. Эта Солнечная система существует в созвездии Тельца, которое находится на расстоянии 68 световых лет от Земли. Для сравнения, Альфа Центавра, ближайшая к нашей Солнечной системе, находится на расстоянии 4,35 световых лет от Земли. Те, кто верит, что Оршич покинула Землю, утверждают, что члены высшего общества Врил, наряду с другими германскими тайными обществами, такими как Туле, получили достаточное финансирование от режима Адольфа Гитлера для строительства летающих тарелок. В конце концов, ведущий инженер Германии Вернер фон Браун не скрывал того факта, что нацисты получали обилие технической информации от инопланетян до и во время Второй мировой войны. Нацистские ученые подтверждают контакт. Один из немецких пионеров космоса, по имени Герман Оберт, повторил заявление фон Брауна о том, что немцы знали инопланетян. Оберт был одним из лучших ракетостроителей Германии во время Второй мировой войны. Несмотря на то, что он приступил к работе в рамках космической программы Соединенных Штатов, направленной на отправку людей в космическое пространство,
Оберт лучше всего известен своими заявлениями, связывающими нацистов с инопланетянами. По словам Оберта, нацисты не могли приписать себе заслугу за свои успехи в целом ряде научных областей. Как и фон Браун, Оберт утверждал, что нацисты получили обширную помощь от сверхинтеллектуальной, инопланетной формы жизни. Оберт называл этих инопланетян людьми других миров. Если поверить на слово Оберту и фон Брауну, становится ясно, что нацистское правительство получило значительную военную помощь от высокоразвитых пришельцев. Многие теоретики заговора полагают, что ченнелинги Марии Оршич послужили отправной точкой связи между немцами и этими сверхразумными инопланетянами. Врил – факт или вымысел. Те, кто верит во Врил, полагают, что они живут либо под поверхностью Земли, либо в Солнечной системе Альдебарана. Тем не менее, многие историки утверждают, что предполагаемая связь нацистов с обществом Врил – чистая выдумка. Некоторые скептики указывают на роман Эдварда Булвер-Литтона «Грядущая гонка» 1871 года. В этой вымышленной работе своенравный путешественник натыкается на высокоинтеллектуальную расу людей, живущих в подземном мире. Эти люди называли себя Врил. Как бывшие обитатели поверхности, они многое понимали в том, что происходит на поверхности планеты, и все же были вынуждены уйти под землю после всемирной катастрофы. Члены Врил приписывали свое выживание невидимой силе, известной как Врил. Роман описывает Врил как мистическую форму электричества или магнетизма, которая дала им сверхдержава или космическую энергию, функционирующую в гармонии с природным миром. Основываясь на поразительном сходстве между этим романом и историей Марии Оршич, граница между фактом и вымыслом довольно размыта. Была ли художественная работа Литтона на самом деле основана на реальных взаимодействиях между немцами, такими как Оршич и инопланетянами? Исчезновение Марии Оршич и ее последователей до сих пор остается загадкой. Возможно, эти женщины решили покинуть нашу истерзанную войной планету с помощью древней расы. Возможно, Оршич прожила остаток своей жизни на неизвестной планете в Солнечной системе Альдебарана. Исследуйте более глубокие космические тайны, чтобы прийти к своим собственным выводам. Секретный пункт. Рассекреченный документ ФБР утверждает, что существа из других измерений регулярно посещают Землю. Согласно рассекреченному документу ФБР, нас посетили не только пришельцы из других миров, но и существа из других измерений. Официальную ссылку на сайт ФБР с описываемым документом мы разместим в описании этого видео. Стоит ли удивляться тому, что Федеральное бюро расследований проявило интерес к расследованию НЛО? Как вы думаете, возможно ли, что многие научно-фантастические фильмы основаны на реальных событиях, или лучше так сказать, на утечках, предоставленных правительством, чтобы специально повысить осведомленность широкой общественности? После рассекречивания некоторых документов в 2011 году в открытом доступе оказался отчет 1947 года, написанный специальным агентом ФБР. После нескольких лет опросов и изучения феномена НЛО специальный агент ФБР, подполковник, чья личность была скрыта в целях национальной безопасности, собрал большой объем информации об этом явлении. Согласно отчетам и рассекреченным документам, нас посетило множество внеземных существ, некоторые из которых не только с других планет, но и из других измерений. Некоторые из этих существ являются выходцами из бесплотного мира, который существует наряду с нашей физической Вселенной. Эти сущности, обладающие способностью материализоваться на нашей планете, выглядели как гигантские полупрозрачные фигуры. Далее мы приведем расшифровку некоторых наиболее важных деталей из отчета. Часть дисков несет на себе экипажи, другие находятся под дистанционным управлением. Их миссия мирная. Посетители обдумывают вопрос о переселении на этом самолете. Эти посетители похожи на людей, но гораздо больше по размеру. Они не являются воплощением землян, а прибыли из своего собственного мира. Они прилетели не с планеты, как мы говорим, а с эфирной планеты, которая взаимодействует с нашей и не воспринимается нами. Тела гостей и корабль автоматически материализуются,
при вхождении в вибрационный ритм нашей плотной материи. Диски обладают типом лучистой энергии или луча, который легко дезинтегрирует любой атакующий корабль. Они вновь входят в эфир по своему желанию и просто исчезают из нашего видения, не оставляя следа. Область, из которой они приходят, не является астральным планом, а соответствует локам или талам. Изучающим эзотерику эти термины будут понятны. С ними, вероятно, нельзя связаться по радио, но, вероятно, можно с помощью радара, если для этого можно разработать сигнальную систему, аппарат. Добавление. Они имеют овальную форму, рифленый овал с жаропрочным металлом или сплавом пока неизвестно. В передней части находится управление, в средней – лаборатория, в задней – вооружение, которое состоит в основном из мощного энергетического аппарата, возможно, лучевого. Каково ваше личное мнение по этому вопросу? Возможно ли, что те же существа, которые посетили нас в последние 50-60 лет, также посещали Землю сотни и тысячи лет назад? Оказали ли эти существа влияние на нашу цивилизацию, какой мы ее знаем сегодня? И возможно ли, что они до сих пор влияют на образ жизни на Земле? На этом я бы хотел закончить это видео с 10 тайнами мира, которые вы вряд ли знали. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Может ли кракен существовать на самом деле? Ученые погрузили в море 3 мертвых аллигаторов, и один из них оставил после себя только страшные гипотезы. Ученые провели эксперимент, известный как Большой эксперимент с аллигаторами, в результате которого были получены шокирующие данные о глубоководных существах. Новый эксперимент по обнаружению жизни на морском дне породил предположение о том, что в темных глубинах океана скрывается поистине огромное чудовище. Что это? Огромная акула или огромный кальмар? Или нечто гораздо более страшное, чем мы могли себе представить? Пока мы исследовали только 5% мирового океана, который покрывает 70% поверхности планеты. Людей всегда завораживали тайны, скрывающиеся в глубине воды. Большой эксперимент с аллигаторами. Когда морские биологи Крейг Маклейн и Клифтон Нанелли из морского консорциума университетов Луизианы захотели лучше понять, что происходит на дне океана, они провели эксперимент, известный как Большой эксперимент с аллигаторами, который принес сенсационные результаты. Исследователи погрузили на дно, так сказать, буфет для загадочных обитателей морского дна, в который вошли 3 мертвых аллигатора с привязанными к ним грузами. Им было интересно посмотреть, как их трупы будут съедены существами, скрывающимися на морском дне. Чтобы изучить пищевую сеть в глубинах моря, мы поместили 3 мертвых аллигаторов на глубину, не менее 6600 футов, в Мексиканском заливе на 51 день, говорит Клифтон Нанелли из Университета Луизианы. То, что произошло дальше, было просто шокирующим. Первый аллигатор был съеден в течение 24 часов после попадания на дно океана. Его сразу же встретили гигантские изоподы, которые, по словам Нанелли, похожи на глубоководных стервятников. Затем к пиршеству присоединились другие падальщики, амфиподы, гренадеры и какая-то загадочная, не поддающаяся идентификации черная рыба. Изоподы разорвали рептилию быстрее, чем ожидали ученые, съев ее изнутри. Второй аллигатор был съеден в течение более длительного периода времени. Через 51 день от него остался лишь скелет, имевший красноватый оттенок. Этот экземпляр нас искренне удивил. На туше не осталось ни одной чешуйки, рассказал Маклейн в интервью Atlas Obscura. Затем команда отправила скелет Грегу Раусу, морскому биологу из океанографического института Скрипса, для дальнейшего изучения. Раус обнаружил, что аллигатор был раздроблен до костных оков новым видом костогрызущих червей из рода Оседекс. По словам Маклейна, это первый случай, когда представитель рода Оседекс был найден в Мексиканском заливе. Затем исследователи сравнили полученную ДНК с ДНК уже известных видов Оседекс и поняли, что нашли новый вид этого рода. Несмотря на удивительное открытие нового вида Оседекс, именно третий аллигатор оставил ученых в наибольшем недоумении. При посещении места,
Куда был сброшен третий аллигатор, они увидели лишь огромную впадину в песке, животное полностью исчезло. Команда обыскала окрестности, но не нашла никаких следов аллигатора. Однако они нашли груз, прикрепленный к аллигатору, который лежал примерно в 10 метрах от места падения. Это означает, что хищник, унесший аллигатора, был достаточно крупным, чтобы сожрать его целиком и утащить прикрепленный к нему груз на некоторое расстояние. Команда подозревает, что это существо было либо гигантским кальмаром, либо массивной акулой, которая только ждет своего часа. Мне еще предстоит найти кальмара, который мог бы поглотить целого аллигатора, и я не хочу оказаться на корабле, если мы когда-нибудь его обнаружим, заявил исследователь. Оба исследователя были потрясены результатами, но при этом остались очень довольны экспериментом. Очевидно, они планируют провести еще несколько экспериментов, основываясь на этих результатах. Может ли таинственный хищник быть кракеном, легендарным морским чудовищем гигантских размеров и головоногим моллюском из скандинавского фольклора? Или он был кем-то другим, о ком мы даже не задумывались? Вот такими у нас получились 10 тайн мира, которые вы вряд ли знали. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я наверняка расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.